Ну что, всем привет, друзья! Меня зовут Райни, это город Казань, и это новый выпуск. Нужно сделать красиво и грамотно. Что делаем сегодня? В прошлом выпуске я сделал основную часть по раме, и пока что этого будет достаточно, чтобы более-менее сделать примерку основных частей. А именно, нужно поставить бак, сделать крепление, собрать на колеса, выставить, поставить обратно маятник и решить вопрос с амортизаторами. На самом баке есть в нижней части, в задней части получается вот такое крепление, и в передней части здесь было немножко по-другому, я спилил просто, и у нас остались вот такие вот ушки. Какая идея по верхней части? Чтобы сильно не мудрить и было максимально практично, в эту часть верхнюю, вместо крепления бака, я наварю втулки. Я, по крайней мере, так планирую сделать. Втулки, и подберу к ним соленблоки нужного диаметра, чтобы наш бак просто вот так вот заходил сюда. А по нижней части нам нужно будет просто вот это крепление перенести наверх, ну и выставить так, чтобы это все подходило к отверстиям и находилось в нужном нам положении. Вот. Из остатков рамы остались вот такие вот элементы. Это подножка задняя. И как раз вот эти втулки могут нам подойти. То есть они здесь уже, на них надеты резинки. С одной я уже снял резинку, немножко подрезал. Сейчас мы здесь отпилим лишнюю часть и попробуем примерить к баку. Сразу скажу, бак будет перекрашиваться, поэтому я его в принципе там ложу на стол, переворачиваю. Мелкие царапины, как бы, ну ерунда. Все это будет переделываться. Вот сейчас у нас вот так вот это все выглядит. Подгоним. В общем, сейчас просто намотаем сюда нормальные изоленты и узнаем нужную нам толщину. А потом уже будем подбирать резинку. Вот, нужно еще немножко намотать, и в принципе будет достаточно. Ну что, все подходит, все нормально. Теперь нам нужно определить длину этой втулки, чтобы потом ее сюда приварить, и бак нормально встал. Вот, для этого мы измеряем вот эту трубу. Она у нас 39 получается. Вот это расстояние берем среднее 90. Вычитаем разницу и делим пополам. Получается по 2,5 сантиметра. Это у нас как раз получается до конца изоленты. Поэтому эту часть сейчас отрежем. Слушайте. Эту часть можно не отпиливать, лучше просверлить отверстие в раме, и эта втулка будет своего рода направляющей. То есть плюс прочности, и получится ровно выставить с двух сторон. Теперь нужно понять, в каком месте просверливать отверстие и наваривать наши втулки. Что получается? Самое оптимальное положение, когда бак имеет небольшой зазор с вот этой трубой, с верхней трубой рамы, вот, выпадает на вот этот шов сварочный. Это будет прям идеально, если он будет стоять вот так. В общем, подходящего сверла я не нашел, а в ближайшие магазины не работают. Поэтому, чтобы не останавливать работу, будем сначала делать амортизаторы, а потом уже после всего чуть позже сделаем крепление бака. The next day. Что будем делать сегодня? Поставим обратно наш маятник и постараемся установить наши амортизаторы. Все по ходу дела буду объяснять. А также накинем вилку, поставим на колеса и будем выставлять бак. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like.
550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? Стандартные ураловские амортизаторы нам не подойдут, потому что они короче. Есть у меня вот такие атыжа, они длиннее. Будем пробовать ставить их. Но единственный момент, что нижняя часть амортизатора садится таким образом на маятник. А на еже у нас такого нет. Здесь с двух сторон одинаковый крепеж. Тоже надо будет что-то думать. Вообще должно быть все вот так вот. Но если я, допустим, сейчас зафиксирую в ровном положении и вот так вот заварю, сделаю крепление, то после того, как я все соберу, поставлю двигатель, и под моим весом, скорее всего, амортизатор еще поднимется. Поэтому нужно брать, наверное, немножко запас. Но какой запас? Вот тут уже непонятно. One week later. В общем, какой момент? Есть уже несколько несостыковок. Если идти по амортизатору, то длина амортизатора у BMW 42 сантиметра. У меня пока что есть только ижовский, 35 сантиметров. Скорее всего, будем подбирать. Дальше по раме. Вот это расстояние соответствует раме BMW-шной. Вот это расстояние немножко меньше у нас. У BMW 23,5 сантиметра до верхнего крепления. У нас, если делать здесь, то будет где-то порядка 18-20 сантиметров. Вот, а по редуктору, точнее по задней части, от маятника до редуктора 27 сантиметров. Если делать также 27, то мы немножко не попадаем вот в эти места. Нужно будет делать здесь крепление. Как будем делать? Сейчас просто примерно здесь приварю ушко, поставлю один амортизатор. И уже исходя из этого будем выставлять. Есть еще момент такой, что сейчас рама не нагружена, соответственно маятник в нижнем положении. После того, как мы установим амортизатор, нагрузим его двигателем, еще сяду я сверху, вот, то он по-любому поднимется еще. То есть нужно учитывать это. Но чтобы нам от чего-то отталкиваться, нам нужно сделать хотя бы примерно как-то. И уже от этого будем отталкиваться дальше. Поехали! В общем, нашел такое ушко от остатков рамы. Сейчас его просто вот сюда приварим примерно, чтобы было понимание вообще. Вот, и также что-нибудь придумаем в нижней части. Giving her compliments. I'm yours if you need a friend, yeah, yeah. Fake one, staying until the end, yeah. Вот так, в общем, прихватил два ушка. На болтах все пока так немножко кривенько, но это пока не главное. Сейчас соберем колеса, вилку и посмотрим. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record, yeah. For the record, for the record, for the record, for the record, for the record. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. H6 all the hate. I won't get involved today. Got lost in the ballin' age. I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they doubt it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record,
For the record, yeah. For the Ну что, наш проект подходит к концу, а мы поехали. For the record, for the record. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price. Ну что, вот примерно так все это выглядит. Блин, ну все равно, мне кажется, надо немножко ронять, да? А, ну хотя еще мотор. Надо нагрузить переднюю ось чем-то. Все, Аморик жался. Ну ладно, а по этому нормально? Да. Там еще ход дофига, можно опустить. ее опустить можно. Можно опустить. Нет, да по сути может. Ну по сути нормально. Ну что, вот примерно вот так это будет все выглядеть. Сейчас выставил переднюю вилку таким образом, с учетом веса мотора, коробки и, соответственно, водителя. Вот, и по итогу должна быть вот такая посадка. Скорее всего, даже, наверное, не придется укорачивать перья. Я это все подниму, и после нагрузки оно как раз примет вот такую посадку. По поводу амортизатора, вроде бы длины хватает, но визуально, конечно, кажется, что он маленький. Вот, посмотрим, наверное, подберем что-то побольше. И жесткости не хватает. Нужно в любом случае ставить два амортизатора. Ну а так, в целом, видом я доволен. Прям вообще бомба. Получается очень классно. Теперь что нужно сделать, чтобы это все держалось нормально? Вот здесь я подобрал просто подшипник. Теперь нужно завтулить. И, скорее всего, в нижнюю часть тоже надо сделать втулку переходную, потому что ну, тут под разные подшипники это все сделано. Вот, соответственно, найти подшипники, сделать небольшую втулку под подшипник снизу и вот такую большую под верхнюю часть. Ну что ж, на этом основная часть ролика подходит к концу. Спасибо, что смотрите. Уже появляется уверенное очертание мотоцикла, и он уже становится похож на BMW R100, по моему мнению, по крайней мере. И это радует. Появляется задор и появляется большая мотивация не останавливаться и делать дальше. Время у нас еще есть, я надеюсь, я все успею сделать. Еще раз огромное спасибо, подписывайтесь на канал, следите за проектом, но самое главное, и сенсоблос. Пока! Ты че блюешь сюда? Ты что, видел? Там мы со шланг сюда сейчас выйдем. Ну я же его выкидываю, потом обратно приношу. Ты вообще борзат. Ох, ё-моё, что кататься будешь? Не хочешь? Что-то это вообще низ получается. У меня А, у тебя у него вилка ушла. Hot Rod от Workshop, Rainy Workshop Customs. Первый выезд. Rainy Workshop Custom. Rainy Workshop Custom. Приезжайте. Город Казань. Все? Все. Ты до сих пор снимаешь? Да все хорошо. Да, Это это Игорь, которого вы знаете, который в Кулебяке да, у живет, которого выше назад ездит. у которого Иж едет назад. Один.